Всем привет! С вами канал Hobby Point и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как выполнить вот такой интересный комплект из сережек и браслета в технике фриволите иглой. Если вы уже давно подписаны на мой канал, то я думаю, вы помните видео с похожим мотивом, но я в этот раз изменила количество лепестков и добавила серединку. Все необходимые для работы материалы, как обычно, указаны в описании под видео. В этой работе я буду использовать металлизированные нитки Sunbest в 6 нитей и в 4 нити. Для выполнения этих сережек и браслета я также собрала набор «Сделай сам», который вы можете приобрести через мой магазин на Etsy. В набор будут входить нитки и необходимая фурнитура. Вы можете заказать набор вместе с иглой для фриволите и вот таким тонким нитевдевателем, либо без них, если они у вас уже есть. Если вы заинтересованы в уже готовом комплекте, то его тоже можно приобрести через мой магазин. А теперь давайте переходить к мастер-классу. Начнем работу с выполнения основного мотива, а затем уже будем выполнять серединку. Оставляем достаточно длинный хвостик. Длину я, как обычно, укажу вот здесь. Я оставляю такой хвостик не только потому, что мне нужна вот эта нить, но еще потому, что нитка достаточно легко распускается. То есть, видите, я только заправила нить в иглу, а уже вот здесь сантиметра 2 просто раскрутились. И это будет увеличиваться в процессе моей работы. Поэтому, если вы будете использовать точно такие же нитки, имейте в виду вот такой нюанс. Выполняем первое кольцо. Если вы только начинаете работать в этой технике и мои движения вам кажутся быстрыми и не очень понятными, то я рекомендую вам сначала посмотреть мой плейлист по основам фриволите иглой, а затем вы можете возвращаться к этому мастер-классу. Пико делаем небольшое, примерно 3-4 мм. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Теперь выполняем дугу. Протягиваем иглу через узелки. Теперь проходим иглой через пико, снизу вверх. Убедитесь, что у вас вот это кольцо расположено правильно. Вот с этой стороны у нас должно быть 5 узелков, а вот здесь 6. Затягиваем дугу и выполняем узелок, переворачивая работу. Далее мы будем повторять выполнение кольца и дуги. Кольцо будет точно такое же, как и первое. Мы его выполняем, пико ни к чему не присоединяем. Просто точно такое же кольцо. Теперь будем выполнять такую же дугу и присоединим ее к вот этому пико, к тому пико, который у нас находится справа.
Дуга, которую мы сейчас будем выполнять, она будет располагаться под первой дугой. Выполняем соединение. Набираем оставшиеся узелки. Закрываем дугу таким же образом, как и первую дугу. Далее мы будем чередовать кольца и дуги, и нам необходимо, чтобы всего у нас было 7 колец и 7 дуг. Вот что у вас должно получиться. Обратите внимание на мой хвостик. Смотрите, насколько уже раскрутилась нить. Уже порядка, мне кажется, где-то сантиметров 10, может даже чуть больше. Вот так вот она раскручивается. Итак, вам может показаться, что 8-е колечко вот сюда не влезет. Чтобы оно поместилось, если у вас получилось то же самое, что и у меня, просто немножко так разогните дуги посередине. И тогда мотив немножко разойдется в стороны, и 8-е колечко легко сюда у нас поместится. 8-е кольцо мы выполняем точно так же, как и предыдущие кольца, то есть его ни с чем не соединяем. Нам осталось выполнить еще одну дугу. Начинаем ее выполнять точно так же, как и предыдущие дуги. То есть набираем 5 узелков, выполняем соединение с предыдущей дугой, затем выполняем один узел и соединяемся с самой первой дугой. Теперь у нас дуга должна пойти поверх вот этой дуги. Поэтому я немножко по-другому выполню соединение. То есть обычно я прохожу вот так сверху вниз через пико. В этот раз я пройду снизу вверх. Вытягиваю рабочую нить. Ну а далее все как обычно. Надеваем петельку на иглу и продолжаем выполнять узелки. Видите, такого рода соединение позволило нам вторую часть дуги расположить поверх самой первой дуги.
Проходим иглой. Так, давайте сначала иглой пройдем через самое первое кольцо. А теперь через пико последнего кольца. Теперь затягиваем дугу. И выполняем узелок. Первый ряд готов. Теперь будем переходить ко второму ряду. Выполняем дугу вот к этому пико. Проходим иглой через пико. Я прохожу снизу вверх. Затягиваем дугу. Закрываем дугу, не переворачивая работу. Далее у нас также будет дуга к следующему пико. В этом ряду все узелки мы будем выполнять, не переворачивая работу. И следующая дуга у нас пойдет вот сюда, к пико между кольцами. Повторяем эти 3 дуги на каждом кольце. Обратите внимание, что вот здесь между кольцами достаточно мало места, поэтому следующую дугу из 8 узелков я буду располагать немножко за предыдущей дугой. В следующей дуге я сделаю маленькое пико, чтобы присоединить швензу. В сумме у нас здесь тоже 5 узелков, то есть эта дуга отличается только тем, что в ней есть маленькое пико. Во всех остальных дугах пико нам уже не понадобится. Таким образом идем по кругу. Мне осталось присоединить последнюю дугу. И обратите внимание, вот каждый лепесток здесь, он как бы находит немножко на последующий. И чтобы вот эта последняя дуга находилась сверху, я буду выполнять соединение немножко по-другому. То есть до этого я через пико проходила снизу вверх, а вот здесь в последней этой дуге я буду проходить сверху вниз, чтобы дуга оказалась сверху.
Вот таким образом она будет лежать. Затягиваем и выполняем узелок. Теперь рабочую нитку можно отрезать. И смотрите, покажу вам хвостик. Вот аж до сюда он распустился. У меня есть подозрение, что он распускается до того момента, где у меня вот находится игла. Я могу ошибаться, я пока еще мало работала с этими нитками. Но, тем не менее, будьте аккуратны, оставляйте хвостик с запасом, чтобы у вас не получилась ситуация, когда вот этот вот распущенный хвостик вам нужно пускать в сам мотив. А еще смотрите нюанс. Игла немножко рвет саму нить вот здесь. Она протирается. Поэтому тоже аккуратненько имейте в виду, что вот эта вот часть от иглы до конца, наверное, не стоит использовать в работе. Поэтому я оставляла хвостик такой с запасом. В этих нитках заправлять хвостик нитевдевателем оказалось не очень удобно, поэтому хвостик я буду прятать просто при помощи иглы. Просто иглой прохожу через рядом расположенные узелки. Основная часть готова. Для выполнения браслета мотив в основном остается точно таким же. Единственное, что изменяется, это добавляется пико во втором ряду. Итак, я выполнила первый ряд, он точно такой же. Во втором ряду я уже выполнила 3 первые дуги. Выполнила дугу из 8 узелков для следующего лепестка. И вот сейчас в дуге, которая должна быть из 5 узелков, я сделаю пико. Далее я выполняю точно такую же дугу, как и раньше, из 5 узелков вот сюда. И еще одну дугу из 8 узелков вот сюда. В следующей короткой дуге из 5 узелков также сделаем пико для соединения со следующим мотивом. Все, этот мотив больше ничем отличаться не будет, он будет крайним, поэтому больше пико я нигде делать не буду, только 2 вот с этой стороны для соединения со следующим мотивом. При выполнении второго мотива для браслета первый ряд у нас остается точно таким же, а второй ряд мы должны немножко изменить, чтобы у нас выполнилось соединение с пико предыдущего мотива. А с другой стороны у нас должны быть пико для присоединения к последующим мотивам. Для этого я сейчас выполню дугу из 8 узелков. В следующей дуге мы будем выполнять соединение.
Выполняем соединение с пико, которое снизу. Обратите внимание, чтобы ваши мотивы закручивались в одинаковом направлении. Выполняем оставшиеся 2 узелка. Теперь выполняем дугу из 5 узелков, затем дугу из 8 узелков. В следующей дуге выполняем 2 узелка, соединение, 3 узелка. Далее выполняем дуги без пико, а в этих 2 кольцах нам надо выполнить дуги с пико для присоединения следующего мотива. Вот здесь у нас будет дуга 3 узелка, пико, 2 узелка, а вот здесь у нас будет дуга 2 узелка, пико, 3 узелка. Итак, я уже выполнила 3 мотива. Вот сюда я добавлю еще один мотив, он у меня будет последний, поэтому я буду выполнять соединение здесь. А с этой стороны, как и с вот этой стороны, я не буду уже делать пико для соединения с следующим мотивом, потому что следующего мотива в принципе уже не будет. Итак, основа браслета у меня готова. Основа для сережки одной у меня тоже готова. Теперь мы будем с вами выполнять вот эту среднюю часть. Она состоит из 2 частей. То есть я ее сделала и для лицевой, и для изнаночной стороны, и планирую сделать то же самое и для браслета. Хвостик здесь оставляю маленький, здесь у меня примерно 40 сантиметров. Выполняю первое кольцо. Закрываем кольцо, не переворачивая работу. Следующее кольцо будет точно таким же. Мы соединяем эти 2 кольца между собой. И я буду располагать второе кольцо немного за первым. Закрываем кольцо, работу не переворачиваем. Выполняем еще 3 таких кольца, чтобы всего у нас было 5 колец. Последнее, 6-е кольцо, будем соединять с предыдущим кольцом и самым первым кольцом. Для этого набираем 5 узлов, выполняем соединение и набираем еще 8 узлов. Проходим иглой через все узелки, оставляем петельку у основания. Крючком проходим через пико, снизу вверх и вытягиваем рабочую нить. Набираем оставшиеся 5 узелков.
Теперь проходим через петельку у основания и закрываем кольцо. Также проходим через самое первое кольцо, через его начало, чтобы соединить последнее и первое кольцо у основания. Сейчас я спрячу одну ниточку, которая короче, а вот эту длинную нитку, хвостик, я буду использовать для того, чтобы сшивать детали вместе. Я уже выполнила вторую такую деталь. И вот что я буду делать. С одной стороны у меня будет пришита такая светлая часть, и с обратной стороны. Смотрите, как вам больше нравится. Можно сделать так, чтобы две сережки были совершенно одинаковые, а можно сделать их симметричными. То есть здесь у нас будет поворот в эту сторону, а здесь поворот будет вот в эту сторону. Сшивать две детали я буду в центре. Просто прикладываю одну деталь с одной стороны, а вторую с другой стороны. И сшиваю их у основания, там, где соединяются кольца. После того, как две детали сшиты вместе, я прошла через несколько узелков и теперь отрезаю ниточку. Мне осталось прикрепить швензу. Я буду использовать вот такую швензу, гвоздик, и вот такая у меня будет сзади заглушка. Серьги готовы, и таким же образом я оформлю и браслет. Вот такой интересный комплект у меня получился. Очень надеюсь, что вам понравится этот мастер-класс, и я увижу ваши лайки и комментарии под видео. Всем большое спасибо за просмотр.
Пока-пока!